Привет. Ты не видел Квирла по пути? Мы с ним встретились в королевстве Медуз, а потом разминулись ненадолго. Тут я нашел только его гвоздь. Говоришь, это место его последнее желание. Звучит форчально. По дороге он рассказал, что потерял свою наставницу и выполнил миссию. Я знаю, чем заканчиваются такие истории. Что же делать? Мой друг научил меня общаться с могущественными предками. Для этого всего лишь нужны их останки. Смотри. У меня есть кусочек бледного короля. Это не мой предок, но я наслышан о нем. Могущественный. Пофорчим с ним. Итак, у нас есть весомые основания полагать, что Квирл на этом этапе игры мертв. Первое. Гвоздь, найденный у берега, в файлах игры называется Quirrell Death Nail, то есть посмертный гвоздь Квирла. Второе. За то, что мы посидели рядом с ним у Голубого озера, выдается достижение свидетель с описанием «Проведите последние минуты с Квирлом». И третье. Косвенные улики тоже говорят в пользу его гибели. Например, он оставил свой гвоздь, хотя раньше называл его жизненно важным. Кошмар. Братиш. Да ты, похоже, приложил к этому лапку. На тебя. Исправляй. Первый шаг на пути к спасению Квирла – пройти игру, победив боссов, необходимых для открытия пантеонов, но ни в коем случае не убивая Манамону. Теперь я понял. Ты хочешь запечатать чуму в себе. И звучит ужасно. И ужасным эхом отзывается в моем сердечке. Но есть другой путь. В королевских стоках спит существо. Оно ключ. Но сперва, к моим богиням, они умеют направлять судьбы, если есть хоть один шанс. Мы ищем фрагменты информации, из которой будет соткана новая судьба Квирла. Пусть мудрость богинь направит нас по этой зыбкой тропе логических рассуждений. Итак, чтобы спасти Квирла, нужно сохранить Манамону. Единственная концовка, где не требуется убивать грезящих, принять пустоту, это та, что с пантеонами. Но финальная катсцена дает понять. Печати уже сломаны, полый рыцарь вышел из яйца, а по игре мы знаем, что Манамона исчезает после снятия своей печати. Значит ли это, что она обречена? Не факт. Важно, как снимаются печати. Мы убиваем грезящих в их мире. Вероятно, именно этот акт, не само снятие, а убийство и поглощение в грезах, и приводит к их гибели в физическом мире. Теперь главное, что происходит с Манамоной после смерти лучезарности? Может ли она выжить? Да, если соблюдены 3 условия. Проверим. Первое. Грезы продолжают существовать после смерти лучезарности. Да. Лучезарность не создавала их, и ее смерть их не уничтожает. Она лишь одна из высших существ, что имеет власть над грезами. Наряду, например, с Белым Королем. Провидица говорила, грезы бесконечны, но у королевства есть конец. Второе. Лучезарность не может убить Манамону. Да, если бы могла, уже бы сделала. До появления рыцаря у нее на это были весомые причины, да и Бледный Король, очевидно, не опасался такого исхода, иначе бы не стал полагаться на такой ненадежный план. И третье. Печати могут иметь более сложную логику деактивации, чем просто исчезновение вместе с Создателем. Да, есть отличный пример. Дверь в бездну, которая открывается при выполнении условия, а именно наличие Тавра Короля, а не исчезает с жизнью Создателя.
Таким образом, мы вполне можем допустить ситуацию, при которой Манамоно выживает. Последнее, что осталось, это пройти пантеоны. Если понравился видеоролик и мой лисенок, пока не придумал ему имя, поддержи лайком и подпиской его маэстро.